То еще ощущение, но они реально они скользкие, да? Все это говорят, скупой платит дважды. Три назад даже, да, 3. Так. Тук-тук-тук-тук-тук. О! Разница какая, да? Тут вот камешки, знаешь, да? Короче, что у нас воскресенье на календаре, в пути. Сегодня уже с Indian, который уже был куплен, уже под цвет, который нас устраивает. Ну, точнее хозяина. Ну, мне он тоже нравится, красивый. Так что, ну, мы так аккуратненько проедемся. В принципе, здесь сейчас не запрещено ездить. Никаких военных учений не происходит. Лес, воскресенье, свежий воздух, 20 градусов тепла. Видно, что ездить нельзя никуда тут. Шлагбаумы стоят. В принципе, здесь вот выходные передвигаются на мотоциклах, на машинах. Велосипедисты часто встречаются. Выехали сделать пару интересных фотографий. Такая интересная такая вот этот камушек такой. У нас в городе такие дороги есть старинные. То еще ощущение, но они реально они скользкие, да? Потому что эти камушки они сами по себе очень гладкие, скользкие, как будто нашлифованные. Плюс, если пройдет дождь, это просто что-то с чем-то. Это так скользко. Мне было, помню, первый мой скутер, я там чуть-чуть не разложился, но повезло мне, да. Я даже сейчас еду, и у меня страхово, что я могу сейчас что-нибудь не так рулем, и я тут разложусь. Если бы сейчас моросил дождь, я бы, наверное, ехал не 40 км в час, а 10. Включил бы первую скорость, никуда бы не газовал, и потихоньку бы катился, потому что это страшно. Вот сейчас я, в принципе, еду вот 46, 48. Уже сзади меня едет Indian тоже. Вот там машин потяжелее, но он катится. Вот навстречу нам тачка едет. Ты видишь, вроде никого не было. И передвижение все равно есть. А здесь вот такие вот волны, которые камушки подняли корни снизу. Это интересно. Такое, говорю, вот такое, как сказать. Надо попробовать самому. Да. О, там закрыто. Значит, мы поедем вот здесь. Я вот сейчас вот вторую скорость включил, еду 30. И это, наверное, второй или третий раз в жизни, где я вот так вот еду, и я не хочу ехать быстрее. Потому что здесь может быть каждый километр быстрее для тебя фатальным. Он такой, ну ты типа это, аккуратнее там это. Ты знаешь, какая дорога? Я говорю, ну я вроде бы как помню. Но это оказалось то, что... Блин. Да. Вот сейчас я уже еду на 3-й. Уже 46 км в час. Уже и реально поливаем. И вот нормальная такая... Так. Вообще было пофигенно, реально на Ниве покататься вот так по полям. Но мне кажется, если я сейчас здесь буду по этому лесу горцевать на Ниве, то через какое-то время прилетит просто патруль и скажет мне это: слышь ты, Васька, что ты тут потерял? Кыш отсюда. Я говорю, я здесь был давно уже, бумц, отдыхаю. Вот у нас даже есть
Мельница. Прикольно. Ветровая мельница, как раньше. А здесь, походу, здесь, короче, о. Ух. Чё я раньше не заехал сюда? Еду вот по этой пахоте, а тут, короче, человек такой говорит, а что ты? Он типа сзади сюда заехал. А если я сейчас туда-сюда буду ездить, обидится? Не понял? Если я сейчас буду туда-сюда кататься здесь. Ну, там знаки стоят, что вроде заезжать или пользоваться этой полосой нельзя. Вот эти. Но мы пользуемся чуть-чуть. Этот ездит постоянно, контроль. Вон он с белой крышей, видишь? Поехали. А мы тут, короче, ездим не там, где надо, ну не совсем. Но мы сейчас отсюда выйдем. Вот смотри, вот контроль ездит, и люди передвигаются на велосипедах реально по дороге, где, в принципе, эта дорога сделана для армии. Ну туда? Вот это туристы. Вот тоже старое поселение. Такое осталось такое здание, очень древнее. Ну вот сегодня вот реально что-то особенное такое. Я вот выехал с дома, думаю, блин, а что ж показать-то, да? Вот сейчас вот куда ехать, какое видео снимать, про что рассказывать. А тут, короче, проезжаю от дома 10 километров, и вот уже контент готов. Обычно мы уже за это время километров 100 проехали, но не сегодня. Сегодня мы здесь, в принципе, ездим больше, чтобы пару фотографий нащелкать, просто отдохнуть. Вчера тяжелая суббота была, после субботы в Германии всегда тяжело в воскресенье выезжать. Так, вот сейчас вот мы опять подъезжаем, и опять никакого знака. Ага, ну тут вариантов мало. Тут получается, туда нельзя и сюда нельзя. Блокпост, все закрыто, по крайней мере, прямо никто не запрещал. Скажут тебе, о, туристы, студенты, собачка ездит. Немцы на велосипедах, прицеп сзади, и там собачка. Нормально, что. Температура упала до 19 градусов, потому что тучки затянули нам. Солнышко не видно. Ну, в принципе, мне не мешает. Это даже, кстати, намного удобнее ехать при 19 градусах, нежели при 28. Мы уже едем куда надо. На улице воскресенье, сразу видно, на улице никого нету толком. Тишина, спокойствие, вообще без какого-то напряга. Вот среди недели как-то сюда приезжал пару раз. Вот это реально движение намного было плотнее, скажем так, аккуратно выразившись. Блин, на перчатке уже опять дырка. Вот здесь вот. Позор. Надо поехать, пускай заливают. У меня вот здесь она, потому что была тряпочная, уже клеили не раз ее. Но я их не могу с ними никак расстаться, потому что они офигенные. Они мне уже служат, блин, верой и правдой сколько лет. Тут уже даже кожа чесалась, а вставки скоро начнут выпадать.
пофигу. Вот я еще ни один раз не пожалел, что заплатил за них в то время. Я думал, вот дурак, да, такие дорогие вещи покупают. Но наоборот, дорогие вещи, они намного крепче, лучше и т.д. Когда ты дешевое берешь, ты начинаешь разочаровываться в качестве, ты понимаешь, это и ты все равно пойдешь через 2-3 месяца, через год, пойдешь покупать дорогое. То есть, если ты сразу бы покупал бы нормальную вещь, ты бы уже сэкономил денег на вот этом. Все это говорят, скупой платит дважды. Короче, в Германии тоже есть с подобным смыслом тема, и она реально работает. Я раньше думал, да ну нафиг, там тоже дешевые кроссовки, дешевые перчатки. Сейчас я лучше буду 3 года ездить в старом каком-нибудь подержанном, но возьму потом себе одну дорогую, но хорошую и крепкую вещь. Бы под дождь не попасть. Туда развернись круг. Я тебе сейчас покажу, куда ехать. Ты развернешься? Так. Мне самому-то неудобно это делать. Вот это обработаем. Все, спасибо. Че, ты не спотел? Ну, я не так. Да я вижу, ты ей такое это самое. У меня еще клима открыта, я еще закрыт вообще. А за эти форточки? Кофе не хочешь? Тут русский, где мы в прошлый раз ели. Не, вот вон Шель стоит налево. Да, давай. На Шель поедем. У них на заправках хороший автомат. Там же капучино. Нормально, да? Так буль-буль-буль делает.
Кофейку надо чуть-чуть для рывку. Контора какая, да? Вот за этой заправке я, в принципе, уже был не раз. Но давно, ну, давно, как годика, наверное, последний раз 3 назад даже, да, 3. До того, как я взял этот мотоцикл. Я еще сюда приезжал последний раз, у меня был еще этот мой старый мотоцикл. Офигеть. Ну вот, короче, смотри. Ну, видно, да, горит. Сразу я почему-то не видел. Вот сейчас видно на камеру. О, вот этот ночью тоже классно горит. Хорошо я ехал, когда ночью видно? Надо настроить, выше поставить, потому что LED сильно... Ближний? Ближе, конечно, вообще просто... Не, ну ты там не включил, тебе еще, знаешь, вот эти вот, где поставить LED, как вот эти люстру. Потому что у тебя же есть вон. Куда? Вот сюда ставить, на эти баллоны. Да ладно. Да. А у тебя не будет она здесь об этот шоркать? Здесь специальное крепление такое ставить. На то она сюда будет выдвигаться. Потому что я подумал, здесь если за дугу взять, вот такой LED прожектор, да, включаешь его и потом это даже фуры свет выключать буду, да? А вот и дождь. Попали в дождь. Вот 21-й, встречайте нас. Так что вперед, какой бы ни была погода. Теперь нам надо километров на 20-25 помокнуть к дому. Ничего не поделать. Будем терпеть. Я уже мокрый до трусов. Остановились, и у меня все куртки пошел. И теперь там столько воды, это просто пипец. Куда вроде бы? Вроде бы куда? Да. Я промок! Я промок! Я спать, бляха-муха! Смотри, горелый. Вот погода называется промокли до трусов. И надо